У нас уже следующий день, доброе, прекрасное гуанское утро. Пора. Наш добытчик пошел в маркет покупать свежую рыбку, а мы с Артуром собираемся. И, наверное, сегодня мы опять поедем в то же место, будем плавать в бассейне. Мне настолько понравилось, я даже особо видео не снимала. Уделяла время своему ребенку. Ну, в принципе, у Артура там и компания была. Но мне самой просто нравится вот так вот поплавать в бассейне спокойненько, полежать на шезлонге, никуда не торопиться. Очень-очень-очень хорошо провели время. Единственное, что когда мы вернулись вечером, даже вот Парам первый отметил, говорит, что, мол, Наташа, как-то здесь, ну, вот именно в этом месте скучно, говорит, я чувствую скуку без Нади. Вот настолько мы привыкли. Кстати, Надя, большой вам привет. Огромный привет с Гоа. Посмотрите, какое море сегодня, оно скучает. Море скучает тоже за Надей. У нас в номере стоит огромный металлический шкаф. Шкаф-сейф, который не сгорит даже в случае пожара. И посмотрите, внутри нашла клад. Клад или склад, коллекцию солнечных очков. Бери, не хочу. Ну, на самом деле я и не хочу. Они все покоцанные. Ну, как, не мой фасончик. Но вот сам факт, что вот жильцы могут, в принципе, пользоваться. Но вот то, что мне действительно понравилось, я у Нади спросила, она говорит, что, в принципе, можешь забрать. Здесь в основном в этих номерах останавливаются надолго зимовщики. И вот часто оставляют даже там детские игрушки. Вот раньше Надя и Артуркины игрушки хранила, и какие-то там других детей тоже вот давала на пользование временное. Мы там кастрюли привозили, сковородки, все это тоже здесь вот, как, знаете, как в деревню приезжаешь. И когда-то я уже находила клад детских книг. Артур был очень рад, я ему читала, там Гулливер был, еще энциклопедия. А в этот раз вот для меня литературка. Я так давно не читала книг вот таких вот именно переплете, может быть, это какая-то ерунда, но я возьму и почитаю. На обратной дороге буду ехать, как в старые добрые времена, в поезде и читать книгу. Вы, наверное, меня не понимаете. Когда я в шкафу нашла эти книжки, я почувствовала себя эдаким Робинзоном Крузо. Как будто бы я нахожусь вдали от цивилизации на необитаемом острове, и тут мне море сделало такой вот подарок. Сейчас такое время, что все зимовщики разъехались по домам, так же, как и Надя, поэтому вот в номерах останавливаются в основном индийцы. С нами по соседству сейчас молодые люди, мужчины и женщины, такие как любители костра и песни. Вчера ходили в клуб, Парам им посоветовал клуб Кабана. Он когда здесь работал, своих тоже клиентов с кафе, где он работал, отводил в этот клуб. Он считает, что это самый крутой. Вот они вчера ходили в этот клуб, не знаю, как они провели время, пока еще их видно даже не было. А в этом номере я вам показывала сразу, как мы приехали, была семья, муж, жена и ребенок. 7-летний мальчик, который ростом почти как Парам. Так вот, они уехали, переселились, им здесь не понравилось из-за того, что нет стиральной машинки. Они нашли жилье дешевле и со стиральной машинкой, где-то в Баге. Но что там за жилье, я не знаю. И зачем им машинка, если они приехали на 3 дня? Ну, у каждого свои запросы. Мне очень здесь нравится, я просто балдею, наслаждаюсь этим прекрасным видом на море, шумом моря, цветы божественные, краски, пение птиц. Познакомьтесь, мои дорогие зрители, это Марта. Hello, говорит. Окей, ну, не буду отвлекать, она сейчас подготавливает номер, скоро сюда заселятся жильцы, видите, вот так вот она подметает вот этой вот метлой. Это хозяйка, у них примерно 30 номеров, здесь 7 номеров, ну, в общем, очень много, несколько зданий, и это все их владение. И что самое интересное, у них нет ни одного помощника, они не сдают в субаренду, они сами всем этим управляют. Надя ей тоже говорит, почему вы не заведете помощника, сами бы отдыхали. У них еще и ресторан постоянно заняты. Ну, вот что это за жизнь такая? Они, учитывая, да, такое огромное количество номеров, они очень хорошо зарабатывают, но отдыхать не умеют, все время в работе.
Специально для вас сейчас сниму номер телефона. Пишите на WhatsApp. Поле – это муж Марты. Пишите, договаривайтесь и, если хотите, останавливайтесь в этих номерах с прекрасным видом на море, ну или в других номерах. Выбор огромный, о цене можно с ними договориться. Ну? Где? Сейчас у нас обеденное время, мы в ресторане. Нам принесли наш заказ биряни. И вот хочу обратить ваше внимание, видите, Парам сидит без футболки. Парам, why you not put t-shirt? Говорит, нет никаких проблем, мы находимся рядом с морем, поэтому он считает, что это вполне нормально, вполне адекватно. Надел, главное, бейсболку. Бейсболку надел, хотя, да, естественно, плавал и загорал. Лежал на шезлонге без бейсболки. Вот у него свои понятия насчет этого, хотя вот я сейчас даже вот вам покажу, немножечко поснимаю контингент. Все, естественно, в одежде сидят. Ну, Парам не стесняется. Он себя настолько свободно чувствует, и ему эти замечания по барабану, как говорится. Ему так нравится. Артур переоделся, хотя мы еще будем плавать. Ну и вчера то же самое было, просто я вчера не снимала. Ну что, вкусный, Артур? Все, пока. Пока, собачка. Почему-то эта собачка эти 2 дня все время лежала под нашим шезлонгом. Здесь такой огромный выбор, но она выбирала именно нас. Теперь мы прощаемся. Такой ветер, что, наверное, плохо слышно меня. Сейчас Парам рассчитался с этим парнем именно за то, что мы здесь находились и пользовались бассейном. Естественно, то, что мы заказывали, это все отдельно. Значит, ну и сейчас по поводу цен. Значит, мы договорились, ну точнее Парам на 600 рупий. Получается, вчера и сегодня Парам заплатил такую сумму, и мы отлично проводили здесь практически целый день. Ну а если вы, допустим, решите здесь остановиться на сутки в одном из номеров, а сейчас вам покажу, вот такие вот бунгало или хатс, как их здесь называют, значит, нужно будет заплатить 15 тысяч рупий, плюс еще налог. Налог где-то 20%. И это без питания. Вот такая вот цена. А мы у себя в Калангуте остановились за 1200 сутки. Я уже почти на выходе обратила внимание, девчонки, видите, нарядные, красивые, снимают шотсы или рилсы, не знаю. И мы еще, купаясь в бассейне, познакомились с одной семьей, муж, жена и 2 детей, девочки. И, значит, мужчина, ну, Парам разговорился с этим мужчиной, рассказал, что его дочка, ей 14 лет, она блогер. Причем я не снимала сегодня возле бассейна вообще, они даже не знали, что я блогер. И я даже попросила Парама об этом не говорить. Так вот, они сказали, что она блогер в Инстаграм. И, говорит, они здесь живут бесплатно. Парам подписался на ее канал, ну, действительно, девочка очень симпатичная, там короткие видео, а в Инстаграм еще используются фильтры, ну, очень красивая девочка, ну, именно вот как в Инстаграм, ну, так как бы попроще, конечно, да, в жизни все выглядят инстаграмки, вот, ну, в общем, я к тому, что видите, как здесь в Индии блогеры хорошо живут. За счет рекламы, не знаю чего, она здесь всей семьей отдыхает абсолютно бесплатно. Сами они семья из Дели. Ну, конечно, да, и она маленькая еще, да, 13-14 лет. В основном, да, занимаются, ведут этот блог родители. Мне на самом деле хочется плакать, поэтому я лучше надену очки. Мы уезжаем сегодня, уже выселяемся. Видите, Парам несет. Парам, show me. Покажи, пожалуйста. Вот видите, тарелки мы относим в ресторан Поле. А вот этот вот кулечек мы оставим на балконе у Нади. Парам, what do you feel? Что ты чувствуешь? You won't go back? No, I don't want, but we want to go. Of course, we want.
Hello, good morning. Говорит, конечно, я не хочу, но мы должны уезжать. Вот, хозяйка Марта. Парам рассказывает, все помыли, все убрали, комната чистейшая. Забирайте вот сейчас тарелочки. И вот это вот мы сейчас отнесем. Парам хочет попроситься, чтобы мы чуть-чуть еще посидели, потому что до такси, до поезда у нас еще есть время. И где-то нам нужно перекантоваться. Хотя, ну, чекаут в 10 часов, а сейчас уже 11, ну и мы хотим еще пару часов провести время возле номера, хотя бы возле номера. Чави. Все, видите, попросила ключ, мы отдали ключ, она пока будет убирать. Ну как, в принципе, мы там убрали даже лучше, чем обычно она сама убирает. Сейчас нам нужно еще зайти в магазин, кое-что купить. Я заодно вам покажу, что я обычно покупаю, когда мы едем из Гоа. Вот это вот кафе или ресторан, как правильно. Для вас вообще это забегаловка. Ну, в общем, это тоже один из способов заработка наших хозяев. Вот это вот, это сын Марты. Семейный бизнес, family бизнес. А вон малышка, да, его дочка. Здесь целый день находится. Она еще маленькая, она еще в школу не ходит, в детский сад не ходит. А жена сына, мама этой девочки, работает учительницей. Учительницей работает, ей не нравится, она не хочет заниматься этим бизнесом. Ну, конечно, да, получил человек такую профессию, там она уважаемая, там у нее есть возможность общаться с людьми, проявлять себя, реализовываться, а не убирать номера. А вот эта вот женщина-родственница, да, казалось бы, кажется, что это работница, но нет, это тоже родственница. Ай, бача. Этот дом принадлежит тоже Марте. Огромные владения. Чьи это поля? Маркиза Карабаса. Здесь все Марте принадлежит. Марта и Поле. Марта зовут женщину, которую я показала, а Поле это ее муж. Ну и, соответственно, вы видели сына. Семейный бизнес. Вот смотрите, сколько здесь номеров может быть. Ну, я говорила, всего около 30. И ни одного помощника в субаренду сдавать они тоже не хотят. А на самом деле можно найти хорошего. Можно предложить зарплату побольше. Тогда будет отвечать всем требованиям. Так, ну а здесь мы уже вместе с вами были. Здесь на втором этаже живет Надя. Надя сейчас будет смотреть это видео. Каман. Мы оставим вот эти вот вещи здесь, сковородки, тарелки, не тарелки, нож, столовые приборы, которые мы брали в аренду у Нади, да? Now we show for Надя. Надя also will see. Надя будет смотреть это видео. Вы знаете, что у меня видео выходит с опозданием, а Парам сегодня, именно сегодня хочет отправить Наде видео. Вот видите, снимает, что все, что брал, все на месте, все доставлено под дверь. Окей, you make видео, окей, send. Отправляй. У нас небольшая разница во времени, всего полчаса. Поэтому Надя прямо сейчас получит это сообщение, увидит, хотя сейчас, ну как, раннее утро. Артур, сынок, ты хочешь уезжать, а? Нет. Артуру не хочется уезжать. Точнее, отсюда, из Калангута, ты бы хотел уехать. Мы обсуждали, что здесь, когда без Нади, не так интересно, как-то скучно. Но куда? Расскажи, куда ты хотел, чтобы мы... Палалем. Он говорит, давай сдадим билеты и отправимся в Палалем. В Палалеме мы присмотрели такие вот номера, где есть рядом бассейн, где есть джакузи. И вот Артур мечтает там остановиться. Артур, come on fast. Видите, Парам категорически говорит, если хотите с Артуром, оставайтесь. У нас еще, кстати, каникулы продолжаются. Мы бы, в принципе, могли, но я без Парама не хочу. Without you, I don't want.
И Парам он так сейчас говорит, потому что он знает меня. Так он не оставит нас. Однажды он оставлял несколько лет назад здесь, в Калангуте. Ну, он здесь оставлял, потому что здесь Надя, он ей доверяет. Она меня навещала несколько раз там за эти 2 или 3 суток, пока Парам отсутствовал. Говорит, не шуми. А я не шумлю. I'm just talk. You talk more loudly. Парам разговаривает намного, на самом деле, громче, чем я. Я даже иногда уши затыкаю. Боже, какая красота. Hi friends, now we are in Tivin railway station. We are coming to railway station. Now we return back to Mumbai. Today very sad. Natasha very sad. Like if she are, I don't know where she where is she now? Dun, dun, dun. Where are you, Natasha? Мой блогер что-то наснимал, я даже не знаю, что он там наснимал. Значит, друзья, через час прибудет наш поезд, если, конечно, не опоздаем. Сейчас мы находимся в зале ожидания, здесь комфортно, здесь работает кондиционер, мне все нравится. Единственное, за что я переживаю, так это испытание, которое нас ждет. Парам купил билеты на скорый поезд, это момент, конечно, классный, но сидячий вагон. Я не знаю, как я выдержу столько часов сидя. По идее, мы должны приехать, то есть, смотрите, сейчас 3 часа, 4 часа поезд начнет свой путь, и в 10 часов вечера мы должны уже быть в Мумбаи. Это очень быстро, но если действительно все пойдет по плану, но все равно это очень долго. Для меня это испытание, просидеть столько часов на одном месте. Да, Артур? Как говорится, лучше плохо лежать, чем хорошо сидеть. Через 5 минут должен приехать наш поезд. Мы вышли на перрон. Существенная разница. Очень сейчас жарко. Днем же. Ну идем, Артур. Идем, котик. Очень сейчас жарко. И вы знаете, ну действительно, вот по сравнению с Матераном это ощутимо. Обнаружили собаку, которая хочет пить. Артур, иди сюда. Иди, ну позови ее, покажи. Артур налил мисочку. И помой ручки, Артур. После этой миски помой руки. Ой, собака говорит, спасибо, Артур, спасибо большое. А то она из какой-то там лужи непонятного происхождения пила. Да, а теперь пьет нормальную чистую водичку. Я не шучу, Артур, иди помой руки. Всегда в эти миски полны микробов. Мой модник уже что-то присмотрел. Здесь продается одежда мужская, женская, детская. Мы часто здесь покупаем, Артуру, по хорошим ценам. Для Гоа, ты считаешь? Ну, может, не так часто в Гоа. Когда мы переедем сюда, тогда можно такое вот покупать. А у нас в Матаране это не актуально. Пальмочки, солнышко. У нас другая тема. No, I don't want this style for Mataran. Давай посмотрим что-то. Ну, вот приедет поезд, особо времени нет. Ну, вот я рекомендую, кто будет на станции в Гоа, можете заскочить сюда действительно вот по приятным ценам. 200 рупий, 250 рупий. Хорошие футболочки. Поносить пару месяцев и выбросить. Ну как с динозаврами? Ну, посмотри, Артур, красивая, светленькая. 250 рупий. Посмотрите, какая прелесть. А Парам подобрал вот такие вот шорты за 250 рупий, но Артуру не нравится. Сейчас же модно такие вот удлиненные. Артур, посмотри внимательно. В общем, футболку мы берем, а насчет шорт, Артур, решай, да или нет. А вот и наш поезд подъехал, а вот и наш вагон. Чувствую, что Параму сегодня не поздоровится. И от меня, и от Артура ему достанется. Зачем он купил билеты в такой поезд? Это ужас какой-то.
сидячий вагон, еще и без кондиционера. Говорит, что разобрали билеты, вагоны с кондиционером. Будем здесь париться, жариться. This is our place? Он говорит, еще не разобрался, сейчас он проверит. Тут невозможно, посмотрите, какие, это как 90 градусов. Сиденье невозможно здесь будет развлечься. Очень неудобно будет здесь сидеть столько часов. А сколько часов? Это получается с 4 вечера где-то до 10:30. Но это относительно автобуса, на котором мы добирались сюда, в Гоа. Это, конечно, мало по времени. На автобусе мы ехали 15 часов. Но я готова была бы и дольше. Лежишь себе спокойно, спишь, ешь, читаешь, смотришь какие-то видео. Ой, все? Вот это? Слушайте, как быстро, very fast. Вот я буквально, вы видите, вместе с вами. Вот минута 10 секунд. Очень короткая стоянка. Так вот заскочи и все. Если где-то замешкался, то поезд уехал. Для вас прошла секунда, а для меня это целая вечность. Поездка была мучительной. Для меня особенно, потому что еще и Артур спал у меня на коленках. Было очень тяжело, но мы справились. В час ночи мы переступили порог дома. Вот, и уже с утра, вы видите, узнаете, дорога в школу. С самого утра мы идем для того, чтобы узнать, сынок, что результаты экзаменов. Сегодня скажет, Артур, насколько ты сдал все эти 14 экзаменов. Кроме этого, еще сегодня нужно будет сдать деньги за учебники. И еще вот сейчас возвращалось несколько человек, уже мы, получается, не из первых. Сказали, что там все возмущаются, родители, из-за того, что школа подняла цену на обучение. Очень дорого сейчас придется платить за обучение. Что это за звуки? Может, какие-то насекомые? Да, я и только думаю. Насекомые. Помнишь, Йогита рассказывала, Ага. что есть ночные насекомые? Но сейчас же день. Как они дружно, да, Ага. заверещали и замолкли. Вот видите, родителей сколько много. Много отцов сегодня пришло. Не все в состоянии платить такую сумму. Ну и главное, договаривались-то на одно, а каждый год поднимается и значительно поднимается. Вот я вам показываю, сколько много у нас мусульман учат в католической школе. Женщины в хиджабах. И все вы догадываетесь, почему? Потому что это мусульманки. Вот. Кто-то с детьми пришел, кто-то без детей. Митинг. Вот мама. Мама Вигнеша и Намиша. Наша соседка. Митинг. Hi, good morning. Вот, ну а мы еще хотим поговорить отдельно с директрисой по поводу, помните, как Артуру мальчик зарядил в голову камнем. Я хочу, чтобы она провела профилактическую беседу со всеми детьми, потому что это здесь очень частое явление. Артуру попало, но до этого попадало практически каждому ученику этой школы. Артур, дай сюда.
А ну дай сюда табель. Посмотрите, учительница вручила табель ему в руки, и он убежал сам. Сначала смотрит и решает, будет он показывать родителям или нет. Мы сейчас в стороночку отошли специально, я позже вам расскажу почему. Артур, ну что, похвастаешься нашим зрителям? Покажем твои баллы? Ну так хорошие же. Ну, Артур не отличник, сразу скажу, но очень хорошо, и результаты намного выше, чем были раньше. Ну, например, там 48 из 50, 47 из 50. Ну, я считаю, что прекрасные баллы. Умничка, молодец, сынок. Вот, и еще такой важный момент. Многие родители отказались платить деньги. Я вам уже сказала, что цена выросла, и решили устроить как забастовку. Сейчас нужно было заплатить, и Парам заплатил, Парам не стал участвовать со всеми, почти 13 тысяч рупий. Вот, so Парам, why you not make strike? Почему ты не со всеми? We don't have time because I Wednesday again they make strike. Ну, в общем, Парам говорит, что мне некогда, говорит, в среду они опять будут митинговать. И, скорее всего, ну, там мы уже обсудили с Парамом, скорее всего, это ничего не даст. Цену никто не будет снижать, ну и вот тратить Параму время, у него куча работы, и так мы наотдыхались, а сейчас нужно заниматься активно стройкой и бизнесом. Окей, Парам. Да, и я же там вам начали сказать, что, видите, мы ото всех отошли, потому что если сейчас другие родители увидят, что мы с учебниками, будут возмущаться. И еще, да, почему мы, у Артура еще целую неделю будут длиться каникулы. Но уже можно, да, уже можно возобновлять походы к репетитору, да, Артур? Хотя бы к одному, к сэру Сачину. Сейчас по поводу камня пора Артур рассказывает, как это все было. Ужас, ужас. Артур сейчас, ну да, сейчас еще на камеру решил показать, как он. Книжку и еще стало вот только двумя. Ну, после того, как этот мальчик ему зарядил в голову камнем, Артур ему навешал люлей. Вот, и обращаю ваше внимание, вы только посмотрите, они повышают цену еще на обучение, да вы обеспечите нормальные условия, безопасные. Смотрите, сколько здесь камней, вот, видите, и огромные, таким и прибить можно. Ну, тут даже если не бросаться камнями, пробежишься, споткнешься и разобьешь себе коленку и лоб. Такое тоже часто происходит. Так что прямо сейчас мы пойдем и поговорим с нашей директрисой. Знаете, они не стесняются поднимать, завышать цены на обучение, а мы, я считаю, родители просто обязаны требовать от них улучшения качества обучения и обеспечения безопасности детям. Видите, какое безобразие. И внешне выглядит отвратительно, ну и плюс еще и опасно. Парам, come on, let's go, we talk. Сейчас уже родители все разошли. Воду нашу забирай. Давай. Артур, видите, уже так с интересом разглядывает учебники. Я помню, тоже очень любила, когда получаешь новые книжки. Так интересно. Иногда каждый, боже мой, как это же вообще непонятно, что это. Ну, а потом по ходу все оказывается вполне себе понятным, да? Это какая геометрия? Это рисование. Господи, я думала, это геометрия. Он схватил разглядывать. Учебник по рисованию. Самый любимый. Так, друзья, сейчас буду немножечко жаловаться, какие проблемы меня встретили дома. Значит, во-первых, запах газа. Ужасный запах газа. Мы вызвали человека, который продает эти баллоны. Он пришел, что-то там покрутил. Говорит, все в порядке. Я стала готовить завтрак. Все равно чувствую запах. Но он говорит, мол, это еще то не выветрилось. Я подождала какое-то время и поняла, что все равно пропускает газ. Он опять пришел. Но я с самого начала стала настаивать на том, чтобы мы поменяли баллон. Именно баллон поменяли. А он там что-то ремонтировал. Артур, выйди, пожалуйста. Почему ты в тапках зашел? Я и так сейчас на нервах. Вот, пришел, поменял там деталь. Ну, как резиновую.
Ужас, я реально злая, как собака. Так вот, Парам, be careful, very dangerous, fridge. Еще другая проблема. Током бьется. No, this is not normal. No, it is not normal. Нет, это ненормально. Я мыла пол, вот сейчас внизу там протирала. И меня шандарахнуло током очень сильно, что я аж вскрикнула, и аж слезы брызнули из глаз. По поводу газа я еще не закончила. Значит, поменял деталь и уходит. Я говорю, ну все равно воняет. Он говорит, нет, я поменял, все, уже точно будет все в порядке, не будет ничего пропускать. А оно пропускает. Ну и Парам говорит, да он же поменял. Ну то есть и Парам тоже как на его как будто бы стороне, то есть что не на результат как будто бы мы работаем, а вот сам факт, что он что-то поменял, значит все, уже успокойся. Но я расплакалась, раскричалась, но в итоге Парам пошел, и вот сейчас уже это новый баллон подключили. И я давно просила, чтобы он по размеру был поменьше, чтобы можно было бы его вот туда вот под стол подсунуть. Ну там надо будет поубираться, это уже на завтра. Сейчас нужно готовить обед срочно. Пока этим всем занимались. Дальше что? Значит, обычно я каждый день мою пол, протираю и каждый день протираю пыль везде. Вот, допустим, на холодильнике я всегда каждый день протираю. Но это я уже все протерла. Я не знаю, почему у меня в таком настроении было, что я даже не сняла. Значит, видите, у нас стена из-за сырости сыпется. И вот это вот все, это я уже щеточкой все поскребла, чтобы хотя бы несколько дней эта штукатурка сильно не падала. Все было в мелу, все белое на диване, под диваном, все повсюду. Вот это вот все я вытирала, протирала. Здесь тоже все счухивала, или как правильно сказать, вы поняли, да, щеточкой, вот даже в некоторых местах до дыр. И вот когда я этим занималась, протирала, вот один раз вот здесь меня шандарахнуло током, и один раз уже, когда протирала под холодильником. Раньше этого не было. Парам мне сейчас сказал, что это нормально, так и должно быть. Ну, елки, как это? Может быть, в Индии так и должно быть, а вообще нет. Какой контраст! Вернулись в суровую реальность. Буквально еще вчера я наслаждалась жизнью, плавала, загорала, не готовила, и тут накатила на меня волной куча проблем. Боже мой, реально с порога. Как мне это из-за этого газа, какой я стресс испытала. А Параму опять же, ему все равно, он считает, что ничего страшного, что газом пованивает. Реально воняло так, что у меня аж голова разболелась. Потом это холодильник бьется током, тоже ничего страшного. Так должно быть. То, что все в штукатурке, тоже ничего страшного. А что тебе? Ты же безработная домохозяйка. Бери, ходи с тряпкой, протирай каждый день. В общем, вот так вот, друзья. Значит, по поводу того, что мы привезли из Гоа, я вам так и не сказала. Вот как раз сейчас Парам ходит, раздает подарки своим друзьям. Он в качестве подарков в основном купил это орешки кешью. Гоа славится, там самые вкусные орехи кешью. И также купил много алкоголя. Конечно, я все показывать вам не буду, на подарки и, возможно, на продажу. Иногда у нас клиенты покупают. Вот, например, ром, знаменитый гуанский ром. Тоже Парам купил. И, может быть, вы обратили внимание, он доставал из холодильника баклажку с водой, как показалось, но то была не вода, он еще понюхал. Это был напиток, какой-то самодельный алкоголь, тоже знаменитый, который... Я не пробовала его, поэтому ничего по поводу этого алкоголя сказать не могу, но вот Парам пошел угощать, не буду говорить кого. Так, все, да? Значит, Артур меня обрадовал. Оценки хорошие. Сейчас он гуляет с друзьями. Слава богу, тоже не все друзья разъехались, а может уже успели приехать. Наши соседи здесь, плюс еще Сори, мальчик, которому мы собачку подарили, пришел в гости. Так что все хорошо. Все, я надеюсь, что будут теперь только хорошие новости. Все, до скорых новых встреч. Пока-пока. Увидимся. Реально, мне некогда больше говорить. Надо готовить. А я накупила майонеза в Гоа с яйцами. И еще в этот раз мне очень сильно повезло, нашла гречку. Подписывайтесь на наш канал, впереди вас ждет еще много всего интересного.